Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет. Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас? Что прояснится? Давайте с вами узнаем. И у нас сегодня по традиции две колоды карты. Первая это у нас 78 дверей. Демонстрируют метафорические карты «Открытый путь» или «Закрыт». Может быть, куда-то и сами не пойдем. Вторая половина апреля, она у нас, конечно, будет связана с совершенно противоположными энергиями, нежели те, которые еще приходились на начало апреля или на конец марта. С переходом Урана в знак зодиака Близнецы это время наступает, чтобы жить хорошо. И это не есть какая-то абстракция, а это конкретно. Мы задаем себе вопрос, что остается после первоначального энтузиазма. И именно в этом начинает раскрываться апрель. И это не зал ожидания. Это, скорее всего, апрель, как я бы сказала, еще и май. Это лаборатория, лаборатория жизни, где вы сами исследователь, вы сами строгий экзаменатор. Вот давайте приготовимся, поэтому тут какой-то поворот событий нас ожидает даже чисто внешне, средства массовой информации. Или когда мир меняется, мы это с вами наблюдаем. Итак, первые три карты – это три знака судьбы. Это как без вопроса, да, потоковая информация, ключевые моменты до конца апреля, мои дорогие овны. С чем, с кем это будет связано? Ну, конечно, мы поподробнее узнаем с вами, да, что же там случится или произойдет до конца апреля. И что, возможно, вас удивит. Да, тот период может походить на удивление. Итак, что удивит или что произойдет? То есть, ну, какой-то поворотный, возможный момент. Вторая карта. Что или кто появится неожиданно, и это спонтанности, внезапности. Вот с чем это будет связано? Давайте узнавать будем. И к чему приготовиться? Или к чему это все идет до конца апреля? Как будут развиваться события? Следующая карта. И как изменится ваша жизнь? Что будет меняться? Может быть, одна из сфер жизни? Что будет продолжаться на последующий период? И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Вот пусть нам карты Таро дадут правильные подсказки. Итак, первая карта, первый знак судьбы – правосудие. Старший аркан. Для кого-то из вас конкретно документы, важные встречи, согласования, может быть, чиновники или, может быть, и люди, которые наделены властью. Может быть, это как ступени иерархии, это руководители разного ранга. Может быть, это ваша карьера, у кого-то банально. Пересматриваете договоры, контракты, может быть, как и по личной жизни, да, брачный договор, а у кого-то договор будет касаться работы. Мы, конечно, все разные, и карта нам будет говорить о том, что для тех из вас, которые, может быть, дела в суде находятся или есть, ну, как конфронтация. Все же нам карта конкретно говорит, дверь закрыта, да, но ни замка, ни ручки, а вот трое спорят на ступенях. Так вот, эта дверь открывается, когда сумеют договориться. Вам с кем-то придется договариваться. Более того, ведь это как иногда мы трактуем, как карта кармы, да, второе. Поэтому причина и следствие. Может быть, это какие-то гештальты вы еще будете закрывать. Может быть, если, к примеру, даже, да, тут не время импульса, понимаете, вторая половина апреля. И это может быть связано даже банально с тем, что если кто-то вам какую-то перчатку раздора, дуэли, да, даже словесной бросает, то лучше сразу нивелировать, свести к нулю. А если, правда, ну, уже есть какие-то суды, карта подсказывает, что может быть, вам, ну, как через медиаторство. То есть в конечном итоге договариваться нам придется. С чем это связано? Ну, вы знаете, у кого-то может быть просто банально все то, что я сказала. Действительно какая-то жизненная лаборатория. Это, знаете, вы будете как анализировать, что есть вовлеченность и что есть реальное сотрудничество. Это анализ или аналитика, скорее, каких-то поспешно данных обещаний, неотвеченных, может быть, сообщений, какой-то корреспонденции, плохо выстроенный распорядок вашего дня, который отнимает много времени. Здесь, может быть, и захочется. С одной стороны, девятка мечей – это, знаете, как состояние
искаженного восприятия, да. По какой-то причине мы медлим. Вот мы еще обдумываем, возможно, ситуацию. Но все же, видимо, не случайно нам выпадает старший аркан. Все это не усложняет ситуацию, а помогает, наоборот, разобраться вам с чем-то. Может быть, отличить какие-то заманчивые предложения от тех, которые будут проигрываться более стабильно, а может быть, даже в согласии с законом. Я должна сказать, что наилучшие результаты получат те, это всех знаков зодиака касается, время у нас такое. Это тот, кто умеет исправлять собственные ошибки без драмы, без пафоса, да, или успокоить себя, и, ну, вот то, что случилось, уже произошло, опять же, аркан правосудия, но в то же время без чувства вины. Восстановить, может быть, порядок в собственной жизни, но и в то же время не пытаясь все контролировать. Вот где-то подразумевается вот этот момент как перемен все же, да, или какой-то внутренней перестройки. Тут правда. Это то, что нам вчера, может быть, казалось странным, а сегодня увлекает нас. Это свобода, это чувство внутреннего освобождения. Активность какая-то для определения новых правил благополучия. Вот почему и лаборатория. Ну, давайте достану еще одну карту. Что же там за знак судьбы? Королева жезлов имеет карта точно такую же энергетику, как у вас, но больше продуманности. Королева – это всегда наши действия, это где-то ответственность, но больше ответственность наша личная, наше личное участие. И здесь вот так двояко. Королева жезлов хорошо умеет справляться с работой информацией, с информацией точнее, а также правильно распоряжаться деньгами. Я здесь вижу или это пусть даже у кого-то личная жизнь, но значит тут какие-то вопросы оформления. К примеру, да, пусть это будут вопросы работы, но может быть тоже. То есть по аркану правосудия мы не делаем что-то на импульсе, мы не делаем просто потому, что нам нравится. Или есть только лишь наша вот какая-то заинтересованность, пусть даже, да, все же есть какая-то взаимосвязь с другими персонами. И поэтому вот эта дипломатия, будьте внимательны, она вам отчасти помогает, а может быть и конкретно, мои дорогие овны. Где-то карта говорит: Овен, тут не имеет значения там, что, может быть, ты сомневаешься в себе, или то, что тебе кажется, да, ну, хотя вы люди решительные, вы люди сильные, но мы ведь все периодически проходим тот момент, когда, ну, где-то неуверенность, она все равно присутствует. Пусть мы об этом никому не говорим, но некоторые моменты, и тут, судя по всему, они все-таки дают почву для размышлений. Вот лаборатория в действии, хочется сказать, и вы действительно тут сидите сами себе. И исследователь, вот это королева жезлов, и экзаменатор правосудия. Но, видимо, для кого-то из вас эта ситуация может еще и касаться, откуда к вам приходят деньги. Тогда дважды по аркану правосудия, одним словом, тут нужно действовать в согласии с законом. Ну, наверное, разные самые направления, или пусть это касается даже каких-то новых ваших планов, желаний, но тогда тоже это должно все согласовываться с законом. Второй знак судьбы. Тройка мечей, как бы на сегодняшний день, это уже карта здорового равнодушия. Но, может быть, вот почему правосудие, вам может вернуться какая-то ситуация в виде, может быть, человека, документа, который нужно переделать. Может вернуться конкретный человек, который вам, может быть, даже прежде, ну, какие-то эмоции самые разные, может быть, и со знаком минус принес. С чем это связано? Нет, тут правда, тут может быть денежная ситуация, когда вы наоборот можете, второй знак судьбы, и как будто бы должны выровнять ваше финансовое положение. И может быть финансовое положение будет напрямую зависеть от того, на что вы соглашаетесь. По тройке мечей это, безусловно, есть уже какой-то опыт. Королева жезлов нам тоже об этом говорит. И я вижу это больше так, что вам как будто нельзя себя в плане финансов обесточить. Даже если, например, складываются такие ситуации, для вас, правда, может быть такой судьбоносный выбор, мои дорогие, когда вроде бы, а вы люди благородные, в большинстве своем это точно. И вот это внутреннее чувство благородства, это шикарно. А я должна сказать, Херон в вашем знаке. А это всегда
Пока еще, по крайней мере, в вашем знаке, и это всегда, знаете, как какой-то заезженный сценарий, или выход из каких-то обязательств, или из того, что мы прежде были уверены, это действительно благородно, это нужно, это, знаете, вот как, ну, вот как по правилам каким-то принятым, может быть, даже не писанным законом, да, но вот на этом кто-то мог играть свою мелодию, вот на струнах вашей души, и явно у вас уже все же тройка мечей нам напоминает о прошлом. На сегодняшний день эта уже карта говорит, что да, здоровое равнодушие есть, но она вам выпадает. Стало быть, какой-то ляпсус нельзя повторить. А если и случаются ошибки, вам тогда нужно пересмотреть. И я больше вижу с учетом девятки кубков, это будет связано именно с какой-то финансовой историей. Когда, опять же, из благородных побуждений, может быть, вы кому-то помогали, принимали участие, а здесь жизнь заставляет, вот по крайней мере до конца апреля, вас подумать о самом себе или о каком-то собственном проекте на продолжение. Факт. Здесь, может быть, и будут пересмотрены даже отношения некоторые с вашим ближайшим окружением. Я должна сказать, Уран вступает для вас, третий дом гороскопа – это ближайшее окружение вот от начала до конца. И это, знаете, желание путешествовать, это желание изучать что-то новое, иметь новых друзей, причем надежных друзей. Поэтому так или иначе пересмотр по части окружения и вашего участия уже запускает механизм в конце апреля. И десятка пентаклей, здесь у нас и деньги, здесь у нас и общение, у кого-то вопросы дома, получение, крупное получение денег или те деньги, которые задерживались, может быть, какой-то период, то здесь, скорее всего, вы их получаете. Деньгами, как будто вы останетесь довольны, личной жизнью, или когда любой вопрос, по сути дела, вы можете свести к тому знаменателю, который хотите именно вы. Но при этом нужно договариваться, учитывать, может быть, какие-то и собственные ошибки, да, чтобы вот они вам именно не помешали достичь изобилия, процветания, благополучия, реализовать свои планы. Ладно, так что же произойдет? Что вас удивит, мои дорогие овны, до конца апреля? Любовь, взаимоотношения. Может удивить конкретный человек, может удивить своим особым каким-то видением ваших отношений, может вас удивить своей помощью. Как отклик вы находите, может быть, в одном из людей, которые относились к вашему окружению, но вы их и не замечали. Вот, кстати, у кого-то так проиграется. Когда мы пересматриваем, допустим, нам раньше казался этот человек, ну, как не наш человек, да, не моего круга. И человек может раскрыться с каких-то очень добрых позиций. Когда вы сами где-то себе скажете, нет, вот я по части этого заблуждался или заблуждалась. Но все же верхний ряд призывает нас к большему вниманию, нежели поспешным таким на импульсе действиям. У вас есть единомышленник, но, может быть, этих единомышленников вам нужно еще больше. Вот неизбежно, видимо, с первых дней Урана в Близнецах у вас будет вот такое переосмысление, переоценка ценностей, переоценка людей. Вторая карта. Кто или что появится неожиданно? Что до конца апреля будет для вас внезапно? Какой-то новый план. Здесь может быть даже заявление от ваших детей, даже взрослых детей. Или по поводу, может быть, как раз, опять же, пентакли. У нас паш выпадает, пажи это вестники. Это может быть учеба какая-то новая, прохождение курсов, построение карьеры, ваша задумка или какой-то такой творческий инсайт. Когда мы понимаем, да, вот в этой теме я еще так плаваю, да, предположим. Но вот я именно хочу что-то реализовать. И тогда в сторону стабильности вы более так вот вдумчиво, неторопливо подойдете к какому-то проекту. Вас это где-то может не просто даже где-то удивить, а может быть это общий проект, у кого или у некоторых будет связан именно с семьей. Как семейный бизнес. Вот, кстати, у вас такие карты выпадают. Или когда вы будете вместе сообща со своим партнером тоже что-то на будущее продумывать. Я, кстати, не исключаю, что для кого-то это будет вопрос переезда или планируемого переезда. Но по пажу Пентаклей тут будет, скорее всего, все равно как новое что-то. Ведь пажи – это всегда что-то нами неизученное, факт. Но это то, что вам нравится, мои дорогие. У кого-то может проиграться даже через отношения в личной жизни.
Я должна сказать, что кто-то может помириться, если прежде была ссора. Вот я вижу именно так. По рыцарю кубков это вдохновение и хорошее настроение. Может быть, это вы, начиная заниматься каким-то проектом, а может, это как проба пера. А потом вы понимаете, ну надо же ведь, как хорошо, что я от чего-то не отказалась. Или как хорошо, что я где-то, ну, как не вычеркнул это из своей жизни, а дал как жизнь какому-то новому проекту. Я вот именно вижу ваше желание, как элемент новизны и желание, вот знаете, перевернуть страницу собственной жизни и начать уже писать первые строки своей новой жизненной повести. Давайте откроем третью карту. К чему вам приготовиться? К чему все идет до конца апреля? Ну вот, может быть, некоторые две как бы карты, которые говорят о неторопливости с вашей стороны. Или когда прежде была какая-то история, когда вы не могли что-то осуществить. Аркан повешенный, с одной стороны, именно в этой колоде, нам подсказывает, не соглашайся на то, кстати, я об этом говорила, что есть вовлеченность. Ну вот вовлеченность, да, это одно, когда это любопытство, когда, может быть, и есть сфера общих интересов, а вот сотрудничества как такового нет. Ведь иногда карту эту мы трактуем как карта жертвы, или я говорю, Т-образный перекресток, тупик какой-то. Ехали, и вот приехали. Нам как будто либо направо, либо налево. Может быть, это у кого-то ситуация выбора жизненного. Но здесь вот именно, если мы берем классику, колода повешенный, это сам себя человек перевернул вниз головой, потому что ему как нужно увидеть в другом ракурсе, решить какой-то вопрос, но по-другому. Может быть, это и касается вот договоренностей, или вы будете переигрывать какой-то проект, я не исключаю, что вы кому-то можете отказать. Причем отказать и где-то это будете делать очень деликатно. Может быть, даже кто-то останется недовольный, но для вас это будет освобождение. Ведь в этой колоде Чару-Маркете он изобразил, обратите внимание, нам показан человек, который, по сути дела, если в перевернутом состоянии нам кажется, словно скован цепями. А если вот он перевернут, нет цепей. Они вообще тут не переплетают, так слегка, как будто закрепляют ноги, чтобы он мог находиться в этом таком перевернутом положении. А по сути дела человек танцует. И, кстати, Пентакли прообраз. У кого-то эта ситуация будет касаться именно финансовой истории. Может быть, для того, чтобы вы осуществили какой-то план, вам будут необходимы именно деньги, ресурсность. Для кого-то из вас, ведь Уран в Близнецах – это свобода. И это не та свобода, которая, знаете, нас наоборот сковывает или как к одному месту привязывает, да, вот такое может быть. А когда наоборот, и мир хочется видеть, и новых друзей обрести, и себя попробовать в новом деле, и изучать что-то новое. Нам уже не одна карта говорит о выходе из тупика. Вот тупик какой-то у вас заканчивается, к чему приготовиться, да, или к чему все идет. Да, это будет одновременно связано с вашим каким-то однозначным решением или решимостью. Но, может быть, это того стоит, потому что какой-то период времени или прежний период времени, может быть, 7-летний, у вас ведь Уран находился во втором доме гороскопа, а это дом финансов. И вот сейчас оно как-то постепенно, ну, пытается разобраться какая-то история, да? Или, может быть, вы видите, что приходят сведения, или, может быть, даже люди какие-то в вашу жизнь, которые именно через сотрудничество. У вас выпадает туз Пентаклей, получение денег само по себе. Поэтому тут и туз, с другой стороны, у нас волшебный олень, которого на рогах вот именно Пентакль такой большой. Иногда эта карта говорит о возможностях, о шансе. И вот, может быть, для кого-то из вас тут как будто может соединено даже быть какой-то проект, когда, может быть, раньше было несколько разрозненных, а здесь это вы все свяжете воедино. Но по части финансов, возможностей, безусловно, до конца апреля они есть. Но для кого-то карта будет напрямую говорить, если ты, Овен, хочешь и инвестировать во что-нибудь, то тебе придется просчитать, как, по крайней мере, будь к этому готов. И с учетом аркана правосудия и повешенной 2 старших аркана,
не согласиться, не подписать какой-то документ на эмоциях, мои дорогие, а все же просчитать. Потому как если мы, допустим, не знаем закон, да, а на что-то соглашаемся, нас закон от ответственности не освобождает. Вот я бы сказала, когда вы даете обещания или подписываете важные бумаги, понимаете, или просчитайте, или, может быть, какая-то консультация специалиста потребуется, юриста, прежде чем вы что-то подпишете. Для вас нужно стабильно понимать, как на каком небе, на каком свете вы находитесь по той или иной ситуации, обстоятельствах, встрече, бумаге, контактах. То есть вот есть какая-то конкретика, мои дорогие. Она для вас важна. Как изменится ваша жизнь? Что будет в принципе меняться? А возможно, им изменит вас самих. Когда в моем раскладе выпадают в разных колодах две карты, и явно эти карты хотят вас призывать о чем-то, ну или задуматься, или две карты искаженного восприятия. Явно нужно что-то вам, это знаете, проанализировать. Может быть, для кого-то из вас найти недостающую информацию, изучить какой-то вопрос, для кого-то обратиться к юристам, правда, или понимать перед тем, как приступить к какому-то делу или к какому-то проекту, вашу меру ответственности. Давайте я теперь достану дополнительные карты. Как изменится ваша жизнь? То есть есть сомнения, опять же, да? Умеренность. Куда-то не торопись. Вот, кстати, ни одной карты, которая бы свидетельствовала, что мы спешим или есть какая-то скорость. И королева жезлов, кстати, это бизнес-вумен. Ну, уже не будем рассматривать по полу карту, правда? То есть это у кого-то может быть бизнес-проект. Но, видимо, додумать, просчитать это точно нужно. Как, пусть это не бизнес-проект, а в принципе какое-то сотрудничество. У кого-то это может быть касаться как работы, у кого-то это может быть планы семьи, да. И тоже тут нужно увязать и с законом, и с деньгами, вот конкретно. И, видимо, добрые дела наспех не делаются по аркану умеренности. Безусловно, тут нельзя действовать, знаете, как может быть или если. Или я потом разберусь. И еще одна карта королева жезлов. Вот я говорю, а как будто карты подтверждают. Да, ты как будто подумай, проанализируй. Причем не исходя из своих собственных предчувствий. Вот тут в данном случае первая половина апреля, она могла быть связана с интуитивными предчувствиями, предположениями. Но вторая половина апреля переводит это в ранг уже какой-то конкретики. Вам действительно нужно правильно работать с информацией и как будто правильно распоряжаться деньгами. Как изменится ваша жизнь. Еще одна карта, которая будет говорить о таком периоде перехода. Пробуй что-то, да, мы уже с вами говорили, тут именно новизна, может быть, как изучение. У кого-то языки, у кого-то новая технология, у кого-то это просто курсы для того, чтобы построить карьеру. Кто-то собирается, может быть, вообще далеко переезжать, правда, будешь тут учить все, и законы, и языки, и искать информацию, как я обустроюсь, а кто-то хочет сделать карьеру, тоже тут поиск информации. Двойка пентаклей именно и говорит, ты пробуй, пока не получится или не надоест. Жонглер. Это план А, план Б, план С. Попробовали первый, видим, не идет. До перфекционизма мы не доводим. Говорим, окей, не идет, дай попробую что-то второе. Вот именно пробовать, да, вот как этот жонглер, который подбрасывает пентакль, а потом он его пытается поймать. То есть тут мы можем столкнуться, когда мы чувствуем, что эти перемены явно есть. И у нас тут корабль, один из символов Меркурия, именно сами по себе перемены. А Меркурий – это управитель близнецов, поэтому вы можете, как знаете, сердцем чувствовать эти перемены, что вот-вот что-то будет меняться. И, может быть, внутренний импульс вас подталкивает, или вы себя подталкиваете. Ну, давай быстрее. Вот хочется, да, вот уже какой-то базис. Он у вас будет, мои дорогие. Но до этого базиса нужно четко еще понимать, как в отношении вас работает закон. Но я бы еще и сказала контролировать финансы. Что будет продолжаться? Может быть, заходом на май месяц. Король кубков. И двойка кубков выпадает. Для кого-то из вас это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион, почему нет? Но это очень часто наши близкие. Что будет продолжаться? Давайте достанем дополнительную карту. Это что вообще сама по себе добрая карта?
Она может, знаете, банально свидетельствовать о том, что вы будете слышать от ваших близких очень много новостей. Не только у вас меняется жизнь, мы все разные, и Уран в Близнецах в той или иной сфере жизни будет оказывать влияние, вот перемены в жизни у каждого будут. Но просто своя сфера жизни проиграется, потому что разные дома гороскопа. Это могут к вам обращаться, мои дорогие, как к учителю, за советом могут обращаться. Могут обращаться и за помощью, может быть, даже и ваши дети. Могут быть какие-то непредвиденные ситуации, обстоятельства. Поэтому карты так немножко, если даже вы, мои дорогие овны, так слегка заскучали, потому что несколько карт, которые вот именно словно ограничивают нас в каком-то драйве. Вот такое и есть. Может быть, и неторопливый период до конца апреля, именно вторая половина. Но будь начеку, Овен, будь готов к неожиданностям. Ведь это карта неожиданных стремительных событий и скорости. Поэтому я могу допустить, что будет продолжаться. Пусть для вас недели, две может показаться, а для кого-то несколько дней. Что мне уже хочется, чтобы эти перемены наступили. Или чтобы я уже смог, наконец, в вопросе разобраться. Или смогла что-то осуществить. Но тут вот есть элемент, как будто что-то притормаживается. Еще пока не набирает что-то ход. Тогда будьте готовы, что внезапно тут может что-то так измениться. И вы даже никуда не собирались, а вам придется собраться, подпоясаться, поехать в инстанцию, какую-то контору. Или откликнуться на чье-то предложение, просьбу. Вы можете, опять же, кому-то из близких помогать или быть вовлечены, опять же, в какой-то процесс. Вот, будьте внимательны. По семерке мечей к вам могут обратиться. И знаете как, все пропало, помогай. Ну, это самое простое, что мне приходит в голову, но, в принципе, ситуация может быть где-то близка в любой сфере жизни. Может быть, конкретный человек, да? Но тогда от вас потребуется некоторая гибкость, мои дорогие. Видимо, себя придется до конца апреля спрашивать, а нужно мне в этом участвовать или нет. Все же семерка мечей, особенно в этой колоде, больше нам говорит забрать свое. И я не исключаю, что для кого-то у вас аркан правосудия все же сложатся такие обстоятельства. Это будет продолжено, возможно, на май, но уже начинает или инициация какая-то с апреля идет, когда вы действительно сможете забрать свое. Или то, что принадлежало вам, может быть, это какой-то проект, а прежде было, может быть, сотрудничество с каким-то человеком. Вы будете видеть, даже самое банальное, да, вот пример приведу, что человек утратил интерес к чему-то, а у вас этот интерес наоборот, с новыми планами, новые силы. Я бы сказала так. Вот смотрите, если вы хотите что-то задумать, или хотите, может быть, осуществить вот что-то, да, для вас будут важны именно вы сами. И ваш аналитический просчет какого-то алгоритма, а может быть и конкретно финансовой ситуации, смотря что задумал Овен. Но явно есть какая-то идея. Но, наверное, это придется осуществлять в одиночку. Вот я вижу так. Потому что все же сложный такой триплет, и сложен он потому, что, с одной стороны, карта скорости, быстроты, неожиданности, а вторая карта хитрости, обмана. Вот есть же и такое значение. Поэтому тут может быть какая-то ситуация, я, кстати, не исключаю, что ваш, может быть, даже человек близкий, да, он сам оказывается в такой ситуации, обращается к вам, чтобы вы ему помогли. Все будет зависеть от того, наверное, кто к вам обратился. И вы все равно будет у вас, видимо, такие мысли, нужно мне в этом участвовать или нет. Но, может быть гибче, мои дорогие, вам явно придется. Давайте откроем карту совет. Что для апреля? Опять же, финансы. У вас на финансы выпали самые замечательные карты, как и туз пентаклей. Так и, кстати, у вас две девятки. Девятка кубков, девятка пентаклей. Да, здесь у нас показан человек, он собой доволен. Десятка пентаклей как бы подводит итог всему тому, что может быть до конца апреля. Вот вам нужно заниматься вот именно тем или сводить самого разного рода вопросы, темы именно к вашей стабильности. Что вам приносит сотрудничество конкретное? Или с кем вы готовы сотрудничать? Кто вас понимает? Кто не отнимает ваше время попусту, может быть и так? Что или кто не усложняет вам жизнь, а именно помогает двигаться вперед?
Кто вас, например, вдохновляет? Почему я так подробно говорю? 2 девятки, приготовься, что перемены будут. Может быть, для кого-то, что будет продолжаться, мы спросили, да? Может быть, это у кого-то конец апреля может напоминать, ничего не происходит, какая-то пауза. Я такое тоже могу допустить. Но, может быть, уже самые последние числа апреля, как какой-то драйв врывается в вашу жизнь. И вот эта временная пауза, она завершается. Но по деньгам все же нужно продумывать что-то заранее, потому что раз выпадает много финансовых карт, помните, ведь Уран в Близнецах – это чувство свободы. А деньги – один из способов взаимодействия с миром и ваша независимость. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.